Всем привет, друзья! Многих людей заинтересовала моя домашняя печь. Кто помнит, я даже делал 3 варианта печи в программе SketchUp. Но мне всегда хотелось сделать что-то получше. И вот этой зимой подвернулся случай сделать еще один вариант подобной печи. На мой взгляд, лучше предыдущих вариантов. Но уже не в программе, а на реальном объекте. Предлагаю посмотреть, что у меня получилось. Поехали! Начинаем, как всегда, с разметки печи. Чертим линии на простенке для дальнейшей вырезки проема. Чтобы уменьшить количество пыли при вырезке проема, используем приспособление, которое крепится на кожух болгарки и подключается к строительному пылесосу. Проем делаем немного шире, чем ширина печи, потому что идеально ровно вырезать проем очень трудно. Вот так вот у нас получился проемчик, вырезали. Ну а дальше сделаем первые 3 ряда, а потом поштукатурим вот эти торцы. Еще раз сверяемся с первоначальной разметкой, отбиваем линии на полу, по какие поры будет печь, и можно приступать к кладке самой печи. Печь будет отапливать 2 комнаты общей площадью примерно 30 квадратных метров. Топка будет выходить в коридор. Ребят, на какой раствор мы будем ложить кирпич? Это часто задаваемый вопрос у меня на канале. Мы используем часто вот такую польскую глину с Дунопласт. Можно в чистом виде разводить. И сейчас я вот вам почитаю. Рекомендуемая толщина шва до 4 мм. В случае выполнения заполнений штукатурок или швов толщиной свыше 4 мм рекомендуется уменьшение жирности раствора путем добавления песка. Что мы, собственно говоря, и делаем. Так как уровень пола будет еще подниматься примерно на 10 сантиметров, то мы решили выйти на уровень будущего пола с силикатным кирпичом. Дальше кладка печи будет идти из керамического кирпича. Первый ряд идет сплошной, по периметру кладем витебский кирпич, забутовка идет из кирпича пологи. Второй ряд идет тоже сплошной, добавляем декоративные элементы по просьбе заказчика, чтобы печь немного наряднее смотрелась. Третьим рядом выхожу на нужные мне размеры печи, проверяю диагонали. Для кладки использую лазерный уровень. Луч служит для меня ориентиром. Каждый ряд поднимаю уровень на 7 см, тем самым добиваясь толщины горизонтального шва в 5 мм, так как сам кирпич толщиной в 6,5 см. Также на третьем ряду оставляем 2 проема, в которые будут ставиться дверки для прочистки сажи. Поставим их позже, когда схватится уже раствор, а может быть после того, как уже полностью печь будет готова. В швы закрутим саморезы, и они неплохо будут держаться. На этом этапе мы будем штукатурить вот эти простенки. Такая штука есть для кладки, вот она 6 мм здесь толщиной. То есть вот ставим, тем самым 6 мм мы отодвигаемся от кладки. Базальтовый картон у нас 5 мм, то есть получается вот миллиметр там на толщину клея или на что, чтобы приклеить этот картон. Так как печь при нагреве расширяется, базальтовый картон будет компенсировать это расширение. Четвертый ряд идет с перевязкой. На 5-м перекрываем проемы для прочистных дверок. Дверка зольника и топки у нас сплошная. Крепим ее по старинке на проволоку. На 6-м ряду кладем рассечку, формируя восходящий канал сечением 19 на 13,5 см. Кирпич на рассечке нагревается с 3 сторон, а стенки печи с одной стороны. Поэтому кирпич на подвертке по периметру отделяем от стенок печи базальтовым картоном. При нагреве ему будет куда расширяться, и он не будет давить на стенки печи. По периметру дверок топки прокладываем тоже базальтовый картон в 2 слоя. Сформировали зольную камеру. Дальше будет идти шамотное ядро. Шамотный кирпич нельзя перевязывать с керамическим кирпичом, так как у них разное тепловое расширение. Поэтому мы проклеили на стенке топки базальтовый картон, который будет отделять эти кирпичи. Первый ряд шамотного ядра кладем плашмя. Делаем выборку в кирпичах под колосниковую решетку. Следующие ряды кладем кирпичом на ребро. Для кладки шамотного кирпича используем смесь из глиноземистого цемента «Вогник». Не забываем армировать кладку, рассечку перевязываем со стенками печи через каждые 3 ряда.
В шамотном ядре сделали небольшой прогар для отвода более холодных газов. Это не сухой шов, так как сухой шов должен соединяться с хайлом. Внутренний угол печи срезаем под 45 градусов для расширения хайла и более плавного прохождения газа. Кладку шамотного ядра подгоняем таким образом, чтобы после его перекрытия шамотный кирпич был ниже керамического кирпича хотя бы на 1 см. Подготавливаем ряд для перекрытия колпака. Под верхом шамотного ядра переходим на кладку в пол кирпича, немного срезая угол у кирпича. Перекрыли шамотное ядро и сам колпак. На перекрытие шамотного ядра кладем базальтовый картон. Оставляем проем в перекрытии ядра для прямого хода. Устанавливаем небольшую задвижку, оставляя по периметру зазор минимум в 5 мм для расширения самой задвижки. Кладем два уголка и перекрываем топку теперь керамическим кирпичом. Колпак желательно перекрывать двумя рядами кирпича. Вот так выглядит первое перекрытие колпака. В нашем случае перекрытие топки будет 3 рядами. Второй ряд перекрытия идет таким образом. Начинаем кладку второго колпака. Как видно на видео, образовалась небольшая декоративная полочка, которая тоже будет греть. Здесь оставляем дверку для прочистки сажи. Так, здесь проемчик тоже для дверочки прочистной. Как раз можно чистить восходящий канал и доставать до колпака. Друзья, к сожалению, информации по второму колпаку у меня не осталось. Если в двух словах сказать, то в начале войны мой дом вскрыли и освободили меня от компьютерной зависимости. В общем, позабирали компьютеры, телевизор, всю видео, аудио аппаратуру и многое чего другого. Радует то, что остался у меня ноутбук и 2 жестких диска, на которых была продублирована кое-какая информация. Ну, в том числе и информация по первому колпаку к данной печи. Давайте я быстро покажу, как второй колпак выглядит в программе SketchUp. Ну, а потом покажу, как работает сама печь. Вот так вот начинается второй колпак. Тут ничего сложного нету. Здесь уже идет подвертка. И образовывается, ну вот если так посмотреть, это колпак, а это восходящий канал образовывается. В нашем случае восходящий канал был вот тут вот. Поэтому я сейчас покажу второй вариант. Потому что будут вопросы у людей, а как сделать, если у меня, допустим, восходящий канал вот тут вот будет. Следующий ряд идет так, вот здесь вот перекрывается, как мы видим, перекрывается этот колпачок, восходящий остается. В этом варианте все без изменения идет. Дальше тут просто формируется горизонтальный канал, то есть отсюда сюда уходит и все, газы. Тут ничего сложного нету. И все, тут вот делится и получается восходящий канал переходит на эту сторону. Сечение покажу, там будет более понятно. И перекрывается. Получается в этом варианте восходящий канал с левой стороны, в этом варианте с правой стороны. Перекрывается 2 рядами и идет уже сама дымовая труба. Ну, дальше распушка. Так, и давайте посмотрим сечение. Вот тут получается колпак, он может быть любой высоты, это на ваше усмотрение, если захотите повторить такую печь. Вот здесь подвертка, подворачивается и газы уходят на выход. Здесь немножко по-другому. Газы подворачиваются и уходят вот сюда. То есть тут колпак в принципе такой же самый, и вот здесь подворачивается. Вот сюда газы уходят, отсюда выходят уже на выход. А в первом вот так вот.
Ребята, чем мне нравится эта печь? Если сравнивать с домашней, то у меня ширина топки идет в 2 кирпича, здесь в 2,5. Здесь же везде идет целый кирпич, ничего резать не надо. И те, кто в теме, здесь получается 7,5 кирпичей, вся длина печи. Вот эта часть 4,5 кирпича, топка 3,5. Ширина здесь 1,5, здесь 2,5 кирпича. Что это, о чем это говорит? Это о том, что каждый ряд с перевязкой будет идеально совпадать. Вот если бы было, допустим, в 2 кирпича, ну, сейчас попробую объяснить. Вот ширина в 2 кирпича. Сам кирпич у нас получается 25 сантиметров. И плюс шов 5 миллиметров, получаем 2 кирпича, это 50 сантиметров и 5 миллиметров. Если же следующий ряд ложить, то есть с перевязкой, вот тоже 2 кирпича, то получается у нас этот кирпич 25 сантиметров, ширина кирпича 12. 12, 12, 24 плюс 25 будет 49 сантиметров. Но тут получается уже у нас 2 шва. По 5 миллиметров получаем сантиметр. Значит, у нас ширина получается ровно 50 сантиметров. А если вот так вот 2 кирпича, то 50 сантиметров и 5 миллиметров. На 5 миллиметров больше. И получается, через ряд надо будет вот эти кирпичи по 2,5 миллиметра стачивать, срезать. А это уже неудобно. Ну вот, скажем так, как вот тут вот во втором колпаке, вот тут вот уже неудобство. Вот здесь вот на следующем ряду, получается, надо будет вот эти кирпичики срезать. Что по первому колпаку таких проблем нету, и там все идет четко. Сегодня 23 мая. Вот на таком этапе мы остановились 3 месяца назад. Именно перед началом войны. Для кого-то спецоперация. Пусть будет так. Оставалось нам буквально 1,5 дня, чтобы завершить эту печку. Ага, первая растопочка наша. Как красота. Смотри, дубовый, Леш. Паркет. Да. Сейчас на всякий пожарный случай открыли задвижку прямого хода. Ну, как видим, тянет неплохо туда. Так, ну с этой стороны у нас просто получается как кусок стены. Слышно, как гудит, как разгораются дрова. Отлично. Отлично. Ну, вот так вот в коридоре выглядит. Над дверкой задвижка вот прямого хода. Основная задвижка. Леш, хорошо, что гудит. Это отлично. Это тяга супер. Спасибо всем за внимание. До новых встреч. Пока.